Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Вадим Сидур – самый знаменитый скульптор неофициального советского искусства. 28 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Вадима Сидура, одного из самых значительных неофициальных советских скульпторов. Его работы были ничуть не похожи на монументальное искусство СССР, скорее на западную модернистскую скульптуру в духе знаменитого британца Генри Мура. Поэтому Сидур практически не получал официальных заказов, и в Советском Союзе его работы не попадали на выставки. Одно из первых страшных испытаний, которое Сидур пережил в детстве – Голодомор. Сидуру было 6 лет. Сохранились его воспоминания. Часто с базара тащат в милицию каких-то мужчин и женщин. Вокруг всегда большая толпа. Все кричали, что арестованные торговали человечьим мясом, что человечье мясо похоже на свинину, только не такое жирное. На улицах города сотни лошадей. Они пришли в город из сел, где все вымерли. До сих пор помню вкус котлет, приготовленных мамой из конины, купленной на базаре. Свою маленькую игрушечную лошадку на колесиках, подаренную мне дедушкой, я тоже зарубил на мясо и разрезал на несколько кусков. Художник-авангардист, поэт, кинематографист, скульптор. Родился он 28 июня 1924 года в Екатеринославе, ныне Днепропетровск. Кавалер орденов Отечественной войны. Со школьной скамьи уроженец Украины Вадим Сидур отправился добровольцем на фронт. 18-летним подростком Вадим Сидур командовал пулеметным расчетом на Третьем Украинском фронте. Младший лейтенант освобождал родной Днепропетровск, но на месте своего дома обнаружил лишь пепелище. 2 года спустя под Кривым Рогом Сидур получил разрывную пулю в лицо, и спасло его только чудо, а также самоотверженность незнакомой девушки и ее матери, которые подобрали и отвезли юношу с кровавым мясом вместо лица в госпиталь. В 1953 году Сидур заканчивает Академию имени Строганова по направлению монументальная скульптура и начинает ваять скульптуры, которые максимально далеки от понятия монументальные. Пока по всей стране возводили грандиозные памятники солдату-победителю, Сидур обратился к проигравшим. А по его мнению, проиграли в этой войне все. Из-под руки скульптора выходят искалеченные, изуродованные, разорванные фигуры. В некоторых и не сразу узнаешь человека. У многих скульптур вместо головы маска. Память о страшных днях в госпитале, когда по коридорам бродили несчастные с пластмассовыми или картонными лицами вместо своих собственных. Хроническое, доходящее до обмороков недоедание в детстве, печально известный голод на Украине, кошмары эвакуации, пережитые им в подростковом возрасте, почти не отличавшиеся от лагерной жизни в пулеметном училище, в Кушке. Фронт, ранения, бесконечная череда госпиталей – все это воспринималось им как норма человеческого существования. По его собственному признанию, в послевоенной Москве он ощущал себя пришельцем с другой планеты, писал приемный сын скульптора Михаил Сидур. Он успевает и работать, и участвовать в конкурсах, и выставляться вместе с друзьями, скульпторами Лемпортом и Силисом, под общим псевдонимом Лес. Лемпорт, Сидур и Силис – аббревиатура, составленная по инициалам. Скульпторы и однокурсники по Строгановке 14 лет подряд делили одну мастерскую на Комсомольском проспекте. Под именем Лес они создали скульптуры для главного корпуса МГУ и Дворца науки и культуры в Варшаве. Эти заказы выбивались с трудом и не без скандалов. В 1954 году Лес опубликовали в литературной газете статью против монополизма в скульптуре с серьезной критикой госзаказов, которые почти автоматически доставались заслуженным лауреатам Сталинской премии. Тем не менее, некоторое время
Лемпорт, Сидур и Силис были встроены в систему советской официальной культуры. В 1960-е творческие стратегии трио начали расходиться. Лемпорт и Силис съехали из мастерской и продолжили совместную деятельность. В 1961 году 37-летний Сидур переживает тяжелый инфаркт. Лежа в постели, скульптурой заниматься было невозможно, и Сидур переключился на графику и книжную иллюстрацию. Рисовал фломастерами и тушью, и практически все изображения были портретные. Большеглазые женщины на портретах похожи на ухажившую за Сидуром жену, Юлию Нельскую. Бородатые мужчины на него самого. В это время в нем происходит внутренний перелом. Чудом уцелевший на войне художник снова со всей ясностью осознает, что жизнь конечна. Если расчленить то, что я сделал, по проблемным критериям, писал скульптор, то я бы выделил два этапа. Первый до 1961 года, то есть до инфаркта. Второй после, когда проблема жизни и смерти обозначалась и проступила контрастно и четко, когда преобладающими сделались темы страдания живых и предсмертная мука. После инфаркта он больше не мог поднимать тяжести. Работа с камнем теперь для него исключалась, да и с металлом приходилось нелегко. Даже передвинуть готовую скульптуру с места на место – проблема. Позже он научился, используя многочисленные подставки разной высоты, не поднимать работы, а как бы перекантовывать их, уменьшая тем самым нагрузку. Алюминий – один из основных материалов Сидура, которым он начал пользоваться первым. Бронза была недоступна скульпторам, лишенным государственных заказов. Ее приходилось добывать подпольно и дорого через сотрудников художественных комбинатов. Они и предложили скульптору использовать алюминий. Его было в достатке. Было много отходов с авиационных производств. Выяснилось, что при определенной технологии алюминий не только ни в чем не уступает бронзе, но еще и легче и мягче. Это было немаловажно после инфаркта. Скульптуры цикла «Мать и дитя» лаконичные и предельно простые по форме. Серия «Женское начало» с абстрактными, но узнаваемыми частями женского тела, а также откровенная эротическая графика принадлежат к одной из важнейших линий в искусстве Сидура, считавшего, что противостоять войне и ужасам можно любовью, эротизмом, тем, что дает жизнь, а не отнимает. Чувственная любовь не грех, она от Бога, а не от дьявола. Когда любишь и любовью занимаешься, понимаешь, что не бессмысленно существование, и веришь в чудо любви и наслаждения, писал Сидур. 1962 год печально известной выставки в Манеже, той самой, на открытии которой Хрущев учинил разнос всему тогдашнему современному искусству и обозвал художников бранным словом. Работ Сидура на выставке представлено не было. Однако в последовавших за выставкой газетных статьях его громили за формализм наравне с ее участниками. Он попал под общую гребенку и был отнесен к числу неугодных формалистов. Отныне его не выставляли, не давали государственных заказов, его имя не упоминалось в печати. Зарабатывать он мог лишь книжными иллюстрациями и созданием надгробий. На Новодевичьем кладбище можно увидеть два надгробия авторства Сидура. Секция книжной графики Мосха считалась наиболее либеральной. Огромное количество художников-нонконформистов зарабатывали иллюстрациями. Сидур рисовал для журнала «Юность» в начале 70-х, а также делал иллюстрации и обложки для книг, в частности для сборника фантастических рассказов писателя-юмориста Владлена Бахнова, чью вселенную художник населил собственными узнаваемыми персонажами. В числе других важных работ – внутренние иллюстрации для большого сборника Александра Солженицына, изданного в 70-е годы,
во Франкфурте на Майне на русском языке. После немилости партии Сидур уходит в подполье, в буквальном смысле. Ему, как инвалиду второй группы, выделили 100-метровый подвал-мастерскую на Комсомольском проспекте. Убежище Творца становится обязательным пунктом программы видных иностранных гостей столицы. Заглянул как-то в подвал немецкий славянист и историк советской культуры Карл Аймермахер. Сидур впоследствии сказал, что профессор стал первым немцем, которого он увидел не сквозь прицел автомата. И этот немец с первого взгляда, оценив масштаб творчества художника, начал активно помогать Сидуру. Аймермахер организовал более 20 выставок Сидура в Германии и Швейцарии. Издавал каталоги. Стараниями ученого в Германии собрали средства на установку скульптур Сидура. В Западном Берлине появилась Треблинка. Сидур говорил, что всегда мечтал увидеть эту работу вне стен мастерской. Больше мне ничего и не надо. Памятник погибшим от любви поставили в Оффенбурге. Сидур очень страдал из-за того, что не может лично посмотреть за процессом, но за границу его не выпускали. Сидур всегда дает возможность узнать сюжет, но когда начинаешь присматриваться, в его работах обнаруживается какая-то недосказанность. Они призывают зрителя к диалогу, говорил Карл Аймермахер. Некое отчуждение, преувеличенность жеста – все это дает каждому возможность интерпретировать их по-своему. Впервые я увидел фотографии скульптур Вадима в Праге у одного моего приятеля, чехословацкого журналиста, и, честно говоря, не поверил, что подобное искусство возможно в СССР. Одна работа называлась «Пулеметчик». У героя не было лица, только каска. Человек превращался в инструмент. Меня это поразило, и я захотел познакомиться с автором. В середине 80-х нобелевский лауреат, академик Виталий Гинзбург, привел в мастерскую Сидура американских физиков из института Ферми, где в последние годы работал Эйнштейн. Их поразил скульптурный портрет физика. Американцы хотели купить портрет Эйнштейна за 15 тысяч рублей, но сделку не одобрила тогдашний министр культуры Фурцева. По слухам, из-за того, что самая дорогая скульптура Ленина в Советском Союзе стоила всего 10 тысяч. В итоге Сидур просто подарил заокеанским поклонникам эту работу. Когда творчество скульптора обрело известность на Западе, в его мастерскую начало приходить все больше иностранцев. Однажды среди них оказался немец, когда-то воевавший в тех же местах, что и Сидур. Они выяснили, что участвовали в бою около одной и той же деревни. Возможно, даже стреляли друг в друга. Встреча бывших врагов закончилась совместными возлияниями и клятвами в вечной дружбе. В 1972 году Сидура исключили из КПСС. Следующим шагом должно было стать исключение из Союза художников. Сидур рисковал потерять мастерскую, но этого не произошло. За свою жизнь он создал более 500 скульптур, около 1000 гравюр и рисунков, писал прозу и стихи. При жизни скульптора в СССР установлены только две абстрактные бетонные композиции. В 1976 году у здания Института морфологии человека структура номер 1 и структура номер 2 в 1980 году возле Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского. Умер Сидур в 1986 году, не дожив 2 дней до своего 62-летия. Единственный в Москве музей, полностью посвященный современной скульптуре, он появился благодаря первой большой персональной выставке Сидура в Москве, которая открылась после его смерти в 1987 году в выставочном зале Перовского района. За 7 недель работы выставки ее посетили около 15 тысяч человек. В
1989 году экспозиции присвоили официальный музейный статус. Первым директором музея стал сын скульптора Михаил Сидур, буквально спасавший работы отца после его смерти. Сегодня музей Сидура входит в состав Московского музея современного искусства. В собрании более 1000 скульптур и графических работ, а также архивные материалы. Спасибо, что дослушали до конца. Лайк и подписка – отличный способ поддержать автора.